В небольшом городке где-то в Прибалтике случилась история, от которой щемит сердце. Все началось, когда пожилая хозяйка нескольких домашних питомцев неожиданно оказалась прикована к больничной койке. Ее четвероногие друзья остались совсем одни, родные разбросаны по свету, помочь некому. Время шло, и вскоре судьба животных могла обернуться трагедией. К счастью, через соседей о брошенных питомцах узнали волонтеры местного приюта. Когда они приехали на место, их глазам открылась душераздирающая картина. В пустом доме среди других животных они нашли собаку, живой скелет, затравленно смотревший на людей. Бедняга с трудом стоял на лапах и, казалось, уже потерял всякую надежду. Волонтеры сразу поняли, счет идет на часы. Пес, которого они назвали Чарли, едва дышал. В ветклинике команда врачей бросилась спасать четвероногого пациента. 5 часов они боролись за его жизнь, и список проблем все рос: опасная кожная инфекция, грозившая заражением крови, крайнее истощение, под свалявшейся шерстью торчали ребра, множество ран, некоторые уже начали гноиться, атрофированные от долгого неподвижного лежания мышцы, сильнейший стресс. Пес вздрагивал от каждого прикосновения. Когда я впервые увидел его состояние, у меня защемило сердце, вспоминает ветеринар Андрей. Было очевидно, что без серьезного лечения у малыша нет шансов. Первые 3 месяца для Чарли превратились в настоящее испытание. Из-за тяжелой инфекции его пришлось поместить в карантин, один, без прогулок, в маленьком боксе. Медики каждый день обрабатывали раны и боролись с инфекцией, но пса было не узнать. Он лежал, уткнувшись носом в угол, и отказывался от любого контакта. Постепенно, благодаря бесконечному терпению работников приюта, Чарли начал оттаивать. Сначала он позволил себя гладить, потом стал есть из рук. Спустя 3 месяца встал на лапы, хотя поначалу едва мог сделать несколько шагов. «Помню его первую прогулку», — рассказывает волонтер Мария. Он замирал от каждого шороха, даже шелест травы его пугал. Мы час простояли у порога, пока он решился сделать первый шаг на улицу. Глядя на его испуганные глаза, я не могла сдержать слез. Каждый день для Чарли и его опекунов был как маленькая битва. Волонтеры часами сидели рядом, разговаривали с ним, пытались приучить к поводку. Любое резкое движение могло отбросить прогресс на дни назад. Но постепенно в его глазах начал появляться интерес к жизни. Алиса, одна из постоянных волонтеров, стала для пса особенным человеком. Она приходила каждый день, даже в свой выходной, принося любимое лакомство Чарли, кусочки вареной курицы. Однажды он впервые завилял хвостом, увидев меня, вспоминает она. В тот момент я поняла, лед тронулся. Самым сложным оказалось восстановить доверие пса к людям. Каждое новое лицо вызывало у него панику. Но благодаря системной работе психолога по поведению животных, Чарли постепенно начал привыкать к незнакомцам. Сегодня, спустя полгода реабилитации, Чарли не узнать. Его хвост больше не прячется между лап, а глаза светятся любопытством. В приюте он стал настоящей звездой, первым встречает посетителей, виляя хвостом, и обожает играть с другими собаками. «Помню, как мы впервые привели его в общий вольер», — делится Алиса. Сначала он прижимался к стене, но любопытная дворняжка Люся не оставляла попыток познакомиться. Через час они уже носились наперегонки, а мы, волонтеры, стояли и плакали от счастья. Теперь Чарли готов к новому этапу, поиску постоянного дома. Несмотря на прошлые травмы, он остается удивительно добрым и доверчивым псом. С другими собаками ладит прекрасно, детей обожает, хотя немного побаивается резких движений. «Мы ищем для него особенных хозяев», — говорит руководитель приюта Анна. Тех, кто поймет, Чарли нужно чуть больше времени и терпения. Но взамен он подарит столько любви и преданности, что хватит на целую жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.